350 лет Сербия находилась под властью Османской империи. Как же ей удалось сбросить с себя турецкое иго? В прошлом видео по сербской истории мы уже говорили о том, как Сербия достигла автономии в рамках Османской империи. Если вы еще не смотрели это видео, ссылку на него вы найдете в описании. И это уже был огромный шаг на пути к достижению свободы. Сегодня же мы поговорим о том, как Сербия наконец-то стала автономным государством и даже королевством, и как ей с этой автономией жилось, а также о кровавых расправах с сербскими королями. Меня зовут Настя, это канал «Словенское дело» или «Деяния славян», и здесь мы говорим о славянской истории и славянских языках. Под властью турок сербам жилось очень даже не сладко. На протяжении этого времени под угрозой находились не только самобытность сербской культуры и вера, но и вообще сербская самоидентичность, то есть осознание себя сербами. Однако турецкое государство ждала судьба всех предшествующих ей империй, да и последующих тоже. Постепенно она начинала распадаться, и ее раздирали междоусобицы и казнократство. А власть теряла свою прочную позицию. Тропа к независимости была проложена двумя сербскими восстаниями, в которых сербам помогала Российская империя. А затем пришедший к власти князь Милош Обренович продолжил хитрую и аккуратную борьбу за независимость. Оказавшиеся у власти после Милоша Обреновича князья пытались продолжить его внешнюю политику, направленную на освобождение. После Милоша Обреновича у власти оказался новый князь из другой сербской династии Александр Караджорджевич. Он правил под влиянием членов Государственного совета. Целью их политики было выполнение политической программы «Начертание», которая предусматривала падение Османской империи и присоединение к Сербии не только территорий, когда-то давно, еще до Османского ига, входивших в сербское княжество, но и вообще окружающих ее народов. То есть целью было создание Великой Сербии. Основное внимание уделялось Боснии. Но здесь сербам воспрепятствовала Австрия, у которой в Боснии тоже были свои интересы. Однако князь и члены совета частенько конфликтовали, а Порта, то есть турецкое правительство, была посредником в выяснении их отношений. Это привело к падению авторитета правящей власти. Сторонники династии Обреновича вместе с молодыми либералами в конце 1858 года добились собрания Народной скупщины, у которой по турецкому уставу было право избрания князя. Члены совета князя не поддержали и потребовали его отречения. Князь был вынужден искать убежище у турецкого паши, а затем бежать в Австрию. На его место вернулся 75-летний Милош Обренович. Ну, и его, в общем-то, не сильно волновало, что тут без него за это время в стране произошло и какие были приняты новые законы. Он правил по старинке. Поэтому его сторонники быстренько перешли в оппозицию, а его наследником стал сын Михаил. Политика Михаила была направлена на окончательное освобождение от турецкой власти. Поэтому им был принят ряд законов, которые ограничивали вмешательство Порты во внутрисербские дела. Также князь Михаил добился полного вывода турецких войск из Сербии. Единственным символом вассального положения Сербии оставались ежегодно выплачиваемая дань и султанское знамя над Белградской крепостью. В период правления князя Михаила также были сделаны серьезные шаги по подготовке к большой войне с Турцией. Были заключены договоры о союзничестве с Черногорией, Грецией и Валахией. С руководством болгарской эмиграции велись переговоры об образовании единого сербско-болгарского государства во главе с князем Михаилом. С Хорватской народной партией было достигнуто соглашение о присоединении к Сербии Боснии. Но, несмотря на такую антитурецкую политику и позитивные перемены в государстве,
Князь Михаил все-таки не завоевал сердца молодого поколения сербов. И в 1868 году он был убит сторонниками династии Караджорджевичей. Наследником был провозглашен 14-летний Милан Обренович, внук брата Милоша Обреновича. Было сформировано новое регенство. Сербские власти без ведома султана приняли новую конституцию и оповестили об этом Турцию и великие державы. Никто не был против. В самой же Сербии против конституции выступили как монархисты, так и сторонники демократии. Вообще, в целом, регенство продолжало осуществлять внешнеполитический курс предыдущей власти. Турецкая власть постепенно сдавала позиции. Ее контроль над подвластными территориями постепенно ослабевал. В 70-е годы XIX века по подвластным Турции территориям прокатилась волна восстания недовольных условиями своей жизни крестьян. Восстания вспыхивали в Боснии и Герцеговине, а затем и в Болгарии, и были очень жестоко подавлены. Эти события заинтересовали Россию и Австрию, которые заключили тайное соглашение о разделе сфер влияния. Черногорский князь Никола поддержал восстание и даже возглавил его. Сербская же власть избегала вмешательства в эти дела. Но повсюду, и в сербском княжестве, и в Хорватии, и в Венгрии, сербы создавали комитеты помощи повстанцам. В июне 1876 года Сербия и Черногория объявили Турции войну. Однако армия их была не готова к этому. Нехватку офицеров восполнили русские добровольцы, а военными операциями руководил русский генерал Черняев. 3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор, по условиям которого Сербия получала долгожданную независимость, а также новые территории. Однако сербы не были полностью удовлетворены таким исходом. Во-первых, Сербия получила намного меньше, чем ожидала. В отличие, например, от Черногории, территория которой увеличилась в 2 раза, или Болгарии, она вообще получила больше всех. Но российские политики и не скрывали, что для них интересы Болгарии были гораздо важнее сербских. Это привело к изменению отношения сербского общества и властей к России. В июне 1878 года в Берлине была созвана международная конференция «Берлинский конгресс». Однако сербские представители там не были выслушаны. После долгих дискуссий решили, что Сербия получит города Ниш, Пирот, Вранье, Лесковац и Прокупле. Решение Берлинского конгресса сербы восприняли как национальную трагедию. И не только потому, что Сербия получила меньше, чем ожидала, но еще и потому, что Австро-Венгрией была оккупирована территория Боснии и Герцеговины. И это теперь препятствовало в расширении сербских границ в этом направлении, ведь там тоже проживало сербское население. После заключения Сан-Стефанского мирного договора князь Милош Обренович сменил свою пророссийскую до этого ориентацию на проавстрийскую. Он стал убежденным астрофилом. В этих убеждениях его поддерживала консервативная партия Напредняки. Члены этой партии возглавили правительство, которое заключило с Австро-Венгрией тайную конвенцию, согласно которой сербский монарх обязывался не заключать никаких международных договоров без согласия Вены. А Вена в ответ на это согласилась с желанием Милана провозгласить себя королем, а Сербию – королевством. В 1882 году, так помпезно, Сербия была объявлена королевством. Помимо напредняков-консерваторов, в это же время в Сербии была активна и другая радикальная партия. Она была совсем молодой, но массовой политической организацией. Создана она была социалистами, но позднее их программа вышла за пределы социальной программы. Радикалы открыто критиковали правительство и чиновничество, и в этом их поддерживали крестьяне, которые ненавидели власть, а также горожане и интеллигенция. В общем, поддержка населения у них была ого-го.
В 1885 году король Милан, пытаясь как-то поправить свое положение, втянул страну в войну с Болгарией. Однако поход этот закончился катастрофой для Сербии, и пришлось Австро-Венгрии Сербию спасать. Был заключен Бухарестский мир, который все вернул как было. В общем, король, мягко говоря, опозорился. И как он выходит из ситуации? Он, внимание, призывает к власти оппозиционную радикальную партию. Ну, радикалы, конечно же, не отказались от такой возможности. И первое, что они сделали после прихода к власти, это устроили погромы, жертвами которых стали представители прежних властей. Убито было 140 человек. Многих также изгнали со службы. В 1888 году новое правительство с помощью правоведов и при участии представителей всех партий разработало проект Конституции, а затем приняло ее. Но она оказалась настолько демократичной, что ее упразднили. В 1889 году король Милан отрекся от престола, и на престол вступает его еще несовершеннолетний сын Александр. Он отказывается от регенства. В общем-то, политика нового короля мало отличалась от политики его отца. Он также ориентируется на Австро-Венгрию, а его отец становится верховным главнокомандующим, что вызывает общественное недовольство. Но больше всего его авторитет был подорван его браком, а также скандалом, связанным с ложной беременностью его жены. А женился он на фрейлине своей матери и вдове Драге Машин. Среди офицеров и политиков возник заговор, и Александр и Драга были убиты. В 1904 году заговорщики возвели на престол внука Караджорджия Петра Караджорджевича. И с приходом нового короля австро-венгерская ориентация вновь сменилась на пророссийскую. Вот такими напряженными были первые десятилетия молодого сербского королевства. Не забудьте поддержать это видео пальцами вверх и своими впечатлениями в комментариях. А особую благодарность мы хотим выразить всем, кто поддерживает нас на Патреоне. И если вы тоже хотите это сделать, то ссылку на наш Patreon вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Увидимся в следующих выпусках. Пока!